Покидаем мы Марину классную на пальме и идем грузиться. Сейчас выйдем, прокатимся еще разочек, пока у нас еще есть 20 минут. И где-то будем искать, где-то там в порту наш корабль стоит. Вот еще один корабль грузовой. Красавицу загрузили Даймоной. Я думаю, похоже на Даймон. Ставят. Ну, а мы идем вот на тот. На черненький. И там уже кран под нас готовят, надеюсь. Главный помощник. Помашите ручку. Кому нужен будет супер сервис на пальме, дам контакт. Вероника. Профессионал своего дела. Вот и наш красавчик. Судя по всему, нас ждут после обеда. Убираем флаги, потому как при транспортировке на корабле не должно быть никакой идентификации. Это уже не судно, это уже будет груз. Так, ну вот мы полетели двумя кранами. Нас поднимают и нас даже не высадили. Ура, ура! Нас даже не высадили, хотя согласно технике безопасности мы должны были валить. И он у нас выгнали нас все-таки сюда, что ли? Ладно, сниму пока. Висит красавица. Хочу ответить сразу на важный вопрос, который возникает. Почему наша экспедиционная яхта едет на судне, на грузовом судне, вместо того, чтобы пересекать океан своим ходом? После 4 месяцев работы над исправлением проблем с электроникой, с электрикой, мы пришли к пониманию того, что пересечь океан будет небезопасно на данный момент. Лодка все еще сыровата, поэтому не стали рисковать, погрузив ее на судно. Начали установку кильблоков. Дело движется. Ну, относительно быстро. Вот, наверное, 2-й час только пошел. Медленно, спокойно. Были бы мы поопытнее, взяли бы стульчики, пиво. Чтобы не так обидно было ждать. Пожевать что-то? Пожевать. Да, пожевать хочется уже. Вот першинг стоит, уже раскрепили его цепями на кельблоках. Мы пока еще на кране. На 2 даже. Вот такие установки на першинге стоят. Водометы. Поворотный водомет. Он и двиг, толкатель, он же и руль. Идет процесс выставления кильблоков. Okay guys, we'll have to switch this cradle with the barrel cradle. That would going to fit much better here. Touch the wood first. Yeah. Touch the wood and then swap the cradles. Yeah. You like the wood? Okay. Go up, big dog. Right. Go back, right. Pop over.
Сейчас будут опускать. Can I go this side? Устанавливать на кельблоке. Right, I'll get the welders on these cradles. And then guys, you can just switch. Yeah, what? Just what? На погрузке, кроме лодмастера, присутствует также сюрвеер от страховой компании, который следит за правильностью установки на кельблоке и с правильностью погрузки, чтобы не было повреждений. Ну вот, нас уже практически поставили, выставляют, там еще дополнительная фиксация, обваривают кельблоки для того, чтобы никогда ничто не скользило. Вот мы стоим за катамаранчиком, за небольшой моторной яхточкой рядом с нами. Такой старенький, быстрый першинг. Вот. Ну, вроде местечко хорошее. Вот почему не работал у нас. Вот раз срезала шплин, судя по всему. Yeah, I'll just keep it. Правого борта. С правого борта работает. То есть на левом борту срезала шпильку болт-трассера почему-то. Так выглядят кинстоны. Сливные. Каждый кельблок приваривается болтами. Немножко обросла лодочка. Вот они, стабилизаторы. Я не понимаю, как она работает. Вот эта труба длиной всего где-то чуть больше метра. Но эффект потрясающий за счет вращения, изменения потока. То есть они выдвигаются, разворачиваются на скорости больше 2 узлов, автоматически убираются, когда переходит контроль управления в нейтральную позицию. Контроль управления двигателем. Вот. И вот это вот труба создает вихревые потоки, за счет чего лодка стабилизируется. Ну, с близко покажу, как спрятаны винты. Мотанули, но у нас стоит хорошие резаки стоят. Это 4-лопастные складные винты от Brantton Folding Tops. Аноды в хорошем состоянии. Вот так винты спрятаны в корпус в шахте. Поэтому и руление на заднем ходу на ней очень слабое. Такие перья.
Вот отсюда хорошо видно. И расстояние между винтами менее 2 метров, около 2 метров. Все, соединяет сейчас кран. Снимают траверзы, ремни. И мы на позиции. Ну, часа за 3 вся эта процедура у нас проходила. Подъем, выставление, в принципе, довольно быстро. И понятно. Непонятно, куда дальше идти. Вот. Ну, надеюсь, покажет. Все, покидаю лодочку в ангар. Либо до встречи на той стороне, либо удачи. Поживем, увидим. Пробираемся узкими ржавыми коридорами по борту судна. Морская тема. Так, вот трап на берег. Все. Прощай, авангард. До новых встреч. 45-й Леопольд. Это с фабриджем, который уже новая версия. Лагун тут торчит слегка. И там вот за черным этим першингом наша лодочка стоит. Nordic Kylie. Наш транспорт во Флориду. Через 3 недели должен быть там теоретически.